Всем привет! Сегодня будет видео о продукте, который не может себе позволить, наверное, 99% людей. Черная икра. Ел я ее всего лишь 2 раза в жизни, и для меня до сих пор непонятно, какая икра все-таки вкуснее. Красная или черная. Поэтому сегодня мы купим по 3 икры каждого вида и сравним. Заранее ставим лайк и подписываемся на канал, а мы начинаем. Поехали! Отправляемся в магазин. Мы купили сыр Филадельфия, свежий батон, масло, сметана, зелень для декора, копченый лосось. И наконец-то переходим к икре. Мы взяли 3 вида: дорогой, чуть дешевле и самую бюджетную. Получается у нас 2 икры стерляди и 1 осетра. Конечно же, мы брали самые маленькие баночки по 50 грамм, ведь мы не собираемся ей объедаться, нам просто попробовать. Также поступаем и с красной. Правда, здесь уже самые маленькие баночки по 100 грамм. Получается, в соотношении цены и веса черная икра в 7,5 раз дороже красной. Отправляемся на кассу и получаем в чеке 6800 гривен, что равняется 16,5 тысячам рублей. Отправляемся домой и первым делом открываем банки с икрой. Самая дешевая черная икра выглядит так себе. Такое ощущение, что третий рынок полупались еще до открытия. Второй вид, уже более дорогой, выглядит отлично. Все икринки цельные и сухие. И наконец-то третья, самая дорогая банка, внутри которой икра осетра. Она выглядит лучше всех. Икра цельная и более крупная, чем предыдущая. Переходим к красной. Открываем самую дешевую банку. Это у нас икра горбуши. Внутри видим супер красивую и крупную икру. Второй вид дороже, но выглядит как каша. И наконец-то самая дорогая икра. Выглядит нормально. Но все равно размер икринок меньше, чем в дешевом. По виду все ясно, нужно пробовать. Я решил попробовать сразу в чистом виде, и это жесть. 2 вида черной икры настолько пересолены, что просто ложкой есть это нереально. А вот осетровая икра намного приятнее, более сбалансирована по соли, икринки не лопаются, а просто растекаются во рту. С красной тоже не все так просто. Во-первых, вкус кардинально другой, и если взять много, то остается небольшая горечь. Самый дешевый вид красной икры вообще не икра, а какой-то рыбий жир в капсулах. В общем, далеко не тот вкус, за который мы любим красную икру. Средняя икра, хоть и не такая красивая, зато на вкус очень вкусная. И что самое главное, не пересолена. Третий вид тоже вкусный, но в чистом виде не поешь, потому что пересолена. Можно уверенно сказать, что в чистом виде черная икра гораздо вкуснее красной. Теперь сравним их с чем-то. Самое стандартное — это отрезать кусок хлеба, зачерпнуть масло и размазать. Делаем 2 таких бутера с икрой, с красной и черной. Попробовав каждый бутерброд, оказалось, что все равно с черной икрой получается вкуснее. Хотя привычнее с красной. Запомните, когда мы едим икру с чем-то, то это что-то ни в коем случае не должно забивать вкус самой икры. Иначе ваши деньги, потраченные на столь дорогой продукт, просто улетают на ветер. Теперь сделаем крутоны. Нарезаем хлеб, выдавливаем в нем пару окружностей, ставим сковородку на огонь. И как только все разогреется, отправляем на нее наши хлебные кругляши. Обжариваем с 2 сторон по минуте и хватит. Открываем сыр Филадельфия и горкой выкладываем посредине крутона. Наверх чайную ложку черной икры и украшаем зеленью. Все то же самое повторяем и с красной. Пробуем. Да, со сливочным сыром икра сочетается просто отлично. И все-таки черная в таком варианте выигрывает. Пробуем все то же самое, только вместо сыра Филадельфия у нас сметана. В любом случае получается вкусно, но не так вкусно, как с сыром и маслом. В общем, со сметаной я бы делать не стал. Остался последний тест, как покажет себя икра, если помимо нее будет еще такой же мощный продукт. Например, копченый лосось. Открываем его и нарезаем. Смазываем хлеб сливочным сыром, выкладываем рыбку. И на одну половину идет красная икра, а на вторую черная. Пробуем. И это единственный случай, когда красная икра оказалась лучше. За счет своей небольшой горчинки она пробивается сквозь вкус рыбы, и ты хоть немного ее чувствуешь. А черная вообще блекнет в сочетании с рыбой. Осталось еще кое-что проверить. Черную икру принято есть шампанским. Меняется ли вкус, если черную икру запивать? Естественно, сам я пить не буду, так как алкоголь вредит вашему здоровью. Дадим попробовать человеку, уже испорченному этой жестокой жизнью. Сначала просто бутер с черной икрой, а затем запивая шампанским. Алкаш. В общем, как сказал за кадром Вадик, вкус шампанского просто все забивает. Подведем итоги. Черная икра почти во всех сравнениях оказалась вкуснее. И, наверное, самый вкусный способ ее потребления — это классический хлеб и масло. Стоит ли она своих денег? Нет.
Вместо 50 грамм черной икры можно накрыть хороший стол на 4 человек. Этим можно себя побаловать только в том случае, если это не ударит по вашему карману. Хотя лично я бы брал красную. Просто потому что она дешевле в 7 раз, и из нее можно сделать кучу блюд. Вот такое видео получилось, и если оно вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что еще можно сравнить, а также не забывайте про Инстаграм. Всем пока!